Друзья, всем привет! Сегодня готовлю венский штрудель с яблоками. Очень вкусный и ароматный. Это отличная выпечка в сезон яблок. Форма штруделя позволяет сделать большой объем выпечки. Это отличный вариант на большую компанию, на большую семью. И по вкусу он просто супер. Рецепт очень простой и доступный. И все нюансы по приготовлению я расскажу в данном видео. Давайте готовить эту вкуснятину. В муку добавляю воду, одно яйцо и соль. Перемешиваю ингредиенты миксером до получения однородного теста. Добавляю растительное масло, вымешиваю крючками миксера. Вот такое тесто получилось. Оно не должно быть слишком мягкое, оно скорее плотное. Накрываю тесто вплотную и оставляю при комнатной температуре. Друзья, для начинки прежде всего грецкие орехи необходимо размолоть в крошку. Я это делаю скалкой. Вы же можете сделать это блендером. В грецкие орехи добавляю изюм, сахар, корицу и ванилин. Перемешиваем ингредиенты. Какая ароматная начинка. Я бы такой бы уже слопал. Ага. Яблоки почистить от сердцевины и порезать на фрагменты. Яблоки у меня кандиль. Вы можете использовать любой сорт яблок, но очень красиво смотрятся яблоки, которые имеют вот такой красный оттенок. Кожуру снимать не нужно, потому что мы готовим не пирог, не шарлотку. Штрудель, он предполагает быть такой погрубее. Это классический австрийский рецепт. Поэтому он готовится яблоки именно со шкуркой. Ну, если хотят, могут снять шкурку. Но если вы хотите, говорят, можете снять шкурку. Но все-таки я вам не советую это делать. А, то у вас ничего не получится как надо. Смотрите, мы наблюдаем за вами. Как вы там готовите? Яблоки готовы. Точнее, яблоки почистил. Теперь я их порежу на мелкие или на какие фрагменты? Как назвать их? На средние фрагменты. Да, на небольшие кусочки. На небольшие кусочки. После того, как яблоки порезал, необходимо их залить лимонным соком. Затем перемешиваю яблоки, чтобы лимонный сок равномерно распределился по всем яблокам. Порезанные яблоки накрываю вплотную, чтобы они не обветривались. Вот так. Я оставляю на столе. Друзья, еще немножко вот так разминаю рукой тесто. Оно совсем податливое такое, с ним легко работать, как только оно отлежалось. Перед раскаткой стол обязательно обсыпать мукой. Друзья, вот таким вот образом растягиваю тесто. Оно очень податливое, эластичное. Если образовалась какая-то дырочка маленькая, это ничего страшного, потому что штрудель будет у вас идти на слоение. Соблюдать какую-то форму, пропорции здесь не нужно, потому что именно штрудель путем растяжения теста, он никогда не будет у вас похож как классический рулет. Поэтому тут, если у вас будут какие-то расхождения в размерах, то это ничего страшного. И если у вас появляются какие-то маленькие дырочки, это тоже не страшно, но старайтесь их не задевать. Потому что если вы заденете дырочку, у вас потом растянется тесто в этом месте, и вы можете его просто порвать. Просто знайте, если у вас есть где-то маленькая дырочка, трещинка, старайтесь ее слишком не трогать. Духовку я уже включил. Духовка нагревается.
Друзья, вот уложил я тесто на стол. И на столе можно его прям подровнять под прямоугольник. Вот так вот смотрим и подтягиваем, да, чтобы он имел такой более-менее классический прямоугольный вид. Особенно важно подтянуть краешки, потому что именно краешки остаются самые толстенькие. Серединку-то вам легко будет растягивать, поэтому обращайте внимание на краешки. Если видите, что можно скалкой подкатать, подкатывайте скалкой. У меня штрудель уже такой прям тонкий становится. Он должен быть тонкий, почти как лист бумаги. Чем тоньше тесто, тем вкуснее получится у вас штрудель. Вкус штруделя зависит не столько даже от начинки, сколько от того, насколько тонко вы раскатали тесто. Насколько тонко вы раскатали краешки. Вот смотрите, оно у меня уже прям такое хорошо тонкое. Оно прям, видите как? Вот смотрите, как я его уже растянул. Оно совсем истончилось. Где-то даже видны какие-то маленькие дырочки, но вот это вот не страшно. Все, оно вот так вот сделали и все. То есть не страшно. Да, подсказывает, это защита такая должна быть. Защипы. Можно защипы делать. То есть защипнули дырку и красота. И нет дырки. Друзья, ну все, тесто я максимально возможно растянул. Оно прям такое прозрачное, оно просвечивает. Чем тоньше вы раскатаете тесто, растянете его, тем вкуснее получится штрудель. И сейчас начинаю укладывать начинку и формировать сам рулет. Для смазывания я рекомендую использовать очень мягкое сливочное масло. Масло можно растопить в микроволновке, либо разогреть на плите. Распределить масло можно силиконовой лопаткой, можно ложкой. То есть, что вам удобно, тем работайте. Масло я равномерно распределил по поверхности теста. Сверху обсыпаю тесто панировочными сухарями. Затем выкладываю всю сухую начинку. Друзья, и очень важно слишком за края не заходить, потому что вы еще будете защипывать тесто. Поэтому старайтесь так распределить, чтобы она распределилась, но слишком к краям близко тоже не нужно подходить, впритык не нужно. Край, который будет заворачиваться, можно сделать чуть потолще слой. Это край, с которого вы начнете заворачивать тесто. Смотрите, яблоки не потемнели, потому что если их обработать лимонным соком, то они остаются вот такие вот светленькие. Выкладываю яблочную начинку поверх сухой смеси. Вот эта сторона, которая начинает заворачиваться, в нее делайте чуть гуще. А дальше вот так пореже можно. Говорят, сок выливать не надо, но я это знал, поэтому я выливать его-то и не собирался. Друзья, когда я работал в ресторане, я всегда края подрезал. Но если вы готовите для дома, подрезать края не нужно. То есть заворачивайте его таким образом, как раскатали само тесто. Вот в этом и есть вся изюминка австрийского штруделя. Потому что традиционный австрийский штрудель, он и предполагает, что он не обрезается, он как есть, как вы его раскатали, такой он и будет. Тесто очень тонкое, поэтому работайте с ним осторожно. Для смазывания и скрепления я буду использовать яйцо. Друзья, теперь вот эти краешки немножко заправляем начинку. Вот так вот подравниваем. И с того края делаем то же самое. Вот так вот. Пусть он будет немножко сморщенный, но он не должен быть вот такой вытянутый. То есть его он должен быть... Да, в этом его красота. Он должен быть немножко вот как одного размера. То есть он не должен сужаться. И теперь для скрепления штруделя вот этот слой теста смачиваем вымешанным яйцом. Друзья, и теперь вот так вот осторожно берем тесто, отлепляем его от стола и натягиваем сверху, чтобы оно зафиксировалось. Друзья, теперь необходимо мукой сверху обсыпать штрудель.
Можно щедро. Сказали щедро обсыпать. Я и обсыпаю щедро. А еще сказали стол обсыпать. Что они говорят, то я и делаю. И в стол. Если у вас вот такой рулет помещается в духовку на ваш противень, лист, вы его оставляете в виде рулета. Я сейчас буду формировать некую подкову. Размер моего штруделя составляет 62 сантиметра. То есть это очень нестандартная форма для обычных духовок, поэтому сейчас покажу, как придать форму штруделю, чтобы он поместился у вас на лист. Друзья, теперь осторожно в каждую сторону перемещаю на пергамент. Это очень удобная форма для штруделя, то есть помещается большое количество штруделя за одну выпечку. Вам не нужно делать 2 штруделя небольших, либо один маленький штрудель, который непонятно расход температуры. А тут у вас получается очень большой штрудель, и он дугой полностью входит в духовку. Это очень удобно. Поэтому это очень удачный вариант штруделя. Рациональное использование продуктов и электроэнергии. И очень важный момент и этап – это сделать небольшие надрезы по всему штруделю. Эти надрезы гарантируют, что вся влага будет выходить и начинка не полезет с краев штруделя. Поэтому обязательно вот такие вот произвольные надрезы делаем. Друзья, и чтобы штрудель имел красивый румяный вид, необходимо его смазать яйцом. Яйцо можете не жалеть, погуще делайте, и тогда у вас будет очень румяная и красивая выпечка. Противень со штруделем убираю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. После выпекания рекомендую штрудель оставить на доске при комнатной температуре до полного остывания. И после того, как штрудель остыл, рекомендую его убрать в холодильник примерно на 5 часов, чтобы начинка стабилизировалась. Перед подачей штрудель необходимо обсыпать сахарной пудрой. Это классическое оформление венского штруделя. Друзья, вот такой внутри штрудель, такая начинка, яблоки, орехи, изюм, он очень ароматный. Друзья, штрудель готов. Это традиционный австрийский штрудель, венский с яблоками и орехами. Начинка такая ароматная, чувствуется приятный запах яблок. Волшебный вкус. Проверим? Тут еще хотят проверить, правду ли я говорю. Он действительно волшебный, настоящий австрийский штрудель. Отличное сочетание яблок, орехов, изюма и самое главное корицы. Прям такой приятный аромат корицы. Сочетание корицы с яблоками вообще прям идеальное. Это настолько вкусно, что я уверен, если вы приготовите, вы не пожалеете. Эта выпечка не только просто к чаю, но даже можно и на праздник сделать. Он прям такой праздничный, вкус у него приятный. Здесь нет крема, здесь именно все такое традиционное, австрийское, тонкое тесто, оно прям тесто как на пиццу, только тонко раскатано. Это прям, знаете, волшебный аромат по всей кухне. Обязательно приготовьте, тем более, что рецепт настолько удачный. Друзья, хотел сказать спасибо вам большое, то, что смотрите мои рецепты, ставите лайки, пишите мне комментарии и увидимся в следующем видео. Нож лопатка. Опять моя рука будет в кадр. Не надо. Не надо мне руку.